Green Gables. Маленький самолет соответствует пункту назначения. Лечу в самую маленькую провинцию Канады, целиком уместившуюся на острове. На карте искать приходится. На этот остров ведет мост, самый длинный в Канаде. За моей спиной самый длинный мост в Канаде. Мне кажется, его длина больше 10 километров, но это не точно. По этому мосту мы проезжали на автобусе много лет тому назад. У Полины видна грусть в глазах. И это понятно. В тот давний день с нами рассталась наша машина в горах Новоскошии. Но это совсем другая история. А сегодня мы в провинции на 3 буквы. В официальных документах все провинции Канады имеют двухбуквенное сокращение, что для всех провинций вполне логично, но не для острова Принца Эдуарда. Ну никак слово «остров» выкидывать нельзя, а то ведь Принц Эдуард только останется. Провинция – одна из морских провинций Канады, а значит, здесь самые вкусные мидии и лобстеры. С рыбацких лодок улов грузят прямо в фуры, которые незамедлительно отправляются в рестораны. А еще, глядя на тарелку, можно понять, что и картошка тут популярна. Это основная местная аграрная культура. На всю Канаду картошку растят. Столица острова Принца Эдуарда – город Шарлоттаун. Мы в центре Шарлоттаун, и, как я понимаю, тут есть набережная и порт, и по ним мы сейчас погуляем. Еще не сезон. Лодок и катеров нет. На дворе апрель аж 2023 года. Симпатичное здание конференц-центра. По-русски, наверное, дворец съездов, если переводить по смыслу. Порт действующий. Но сегодня в нем рабочее судно. Сухогруз какой-то. Летом же сюда заплывают большущие океанические лайнеры. Все-таки берег океана. Мы такой лайнер застали в 2017 году. Помню, тогда еще удивились. А что это весь город в порт вышел на лайнер посмотреть? Они, оказывается, не посмотреть на него пришли, а послушать. В порту был пришвартован лайнер Диснея, который при отчаливании прогудел. Шарлоттаун – город небольшой, 40 тысяч населения. Но город имеет одну большую историю. Здесь проходила конференция, по результатам которой и появилась Канада из объединения английских колоний. Город просто играет на контрастах. Такое значимое событие и в самой маленькой столице среди всех провинций. Тогда создали Канаду, чтобы обрести независимость от Англии. А на флаге города корона. На официальной печати города сноп и корабль, что как бы говорит «приплывай и коси». А на самом деле надо копать картошку. Тут не вершки, а корешки. Даже скважины на острове набурили не чтобы нефть качать, а чтобы воду добывать для водопровода. Так что в кране здесь артезианская вода. Уже темнеет. Давайте вернемся сюда, когда солнце будет. Опять набережная, но уже при солнечном освещении. Чем-то напоминает набережную Галифакса. Деревянный настил считается в Канаде шиком, и здесь не поскупились. Ну и фотогеничные конструкции, для того, чтобы туристы тут селфи делали. От набережной до центра города минут 10 пешком.
а в центре огромные каменные строения. Всегда поражает, в городке, в котором в то время 10-20 тысяч населения не было, а такие здания устраивали. Соборы, купеческие лавки, дома горожан. Ну а в конце этой нарядной улицы дом правительства. Как и положено в Канаде, всегда идет ремонт. Через забор снимать приходится. Тут, в этом здании, колонисты и собирались, чтобы Канаду вместе слепить. Правда, официальную фотку забабахали в другом доме. Я до этого другого дома так и не дошел. Церковь как пряничный домик. В Торонто старое здание мэрии в таком стиле. А по другую сторону дома правительства памятники. Фонтан – это аналог вечного огня, только в бронзе. И строчка из стихотворения выбита. Стихотворение на полях Фландрии. Самое знаменитое стихотворение Первой мировой войны, написанное канадцем. Канада потеряла больше всего солдат в Первую мировую войну. Поэтому на памятниках воины тех лет. Но бронзовый огонь посвящен всем, кто служил и погиб, в том числе и в полиции, и в пожарных частях в мирное время. Чистые улочки в центре города успели убрать после зимы. В моем далеком прошлом помню из детства майские субботники. Ну, а здесь, видимо, апрельские проводят. А может и не сорят, и все время тут чисто. Симпатичный центр города. Приятно прогуляться. Дальше отправляюсь за город. Еду на самую знаменитую ферму, возможно, и во всем мире. Не про каждую ферму книга разлетается многомиллионными тиражами. Возможно, эта ферма единственная такая. Ехать хоть и на другую сторону острова, но недалеко. Всего 40 минут. Говорю же, самая маленькая провинция Канады. Вот едешь через мост и думаешь, что речку пересекаешь. А нет, это морская заводь. И сейчас время отлива. Луга, поля, перелески. И все это на фоне морской панорамы. Завораживает. Все, приехали. Одни на парковке. Не сезон, туристов нет совсем. Мы на ферме Green Gables. Зеленые фронтоны. Что как-то по-строительному звучит. Пусть лучше в английском варианте остается Gables. Green Gables. В этом доме жила Энн с «и» на конце. Я познакомился с произведением через экранизацию Netflix. И ответственно заявляю, это лучший сериал по книге, написанной Люси Маут Монтгомери 150 лет тому назад. Писательница не только описала эту ферму, но и жила в этих краях. Немного спойлеров о сериале Netflix, который снимали на самом деле недалеко от Торонто. My name is Anne Shirley Cuthbert, and please be sure to spell Anne with an E. Yours? Diana, shall we swear to be best friends forever and ever? It's so easy to love Green Gables, isn't it? Только предупреждаю, сериал очень лирический. Будете рыдать ручьями. Произведение в большой степени автобиографично. Монтгомери воспитывала бабушка. Ее мама умерла, когда девочке не было 2 лет. И маленькая девочка с острым умом и пылким воображением в детстве была одинока. В ее всемирно известной книге, о которой даже Марк Твен писал восторженные отзывы, прославлены обычные тропинки в лесу, и сельская школа, и домик на ферме. Места, которые благодаря воображению превращались в чудесную страну с принцессами и феями. И это все на фоне сельской местности,
маленькой провинции Канады в конце 19 века. Ну а я пойду сейчас лесом. Это съемка 2023 года. И вид разрушений в лесу вызывает недоумение. Дело в том, что за полгода до моей поездки на остров Принца Эдуарда обрушился ураган небывалой разрушительной силы. И если в Шарлоттауне повалило деревья и сорвало крыши, то здесь лес просто уничтожило, сдуло. Скорость ветра достигала 170 км в час. Шарлоттаун, как мы уже видели, почистили. Здесь только приступают. Но природа возьмет свое. Вырастут новые деревья. Оставшиеся стоять зазеленеют. Животные уже снуют по ветвям и сидят в кустах. И, как мы знаем из книги, этот лес заколдованный. И уже где-то в августе, всего через несколько месяцев после моей поездки, это же место выглядело примерно так. На острове нет гор или ущелий. Остров знаменит своими берегами. Мы как раз едем вдоль берега и вокруг видим дюны. Песчаные пляжи здесь редкость, но они есть. И летом можно даже попробовать искупаться. В августе градусов до 20 вода нагреется. А сейчас около нуля водичка. Что для морепродуктов просто идеально. Так вот, место знаменито не песком. Песчаный пляж быстро заканчивается, и начинается обрывистый берег с глиной красного цвета. Сложно передать на камеру оттенок. Есть даже специальная смотровая площадка для лучшего вида береговой линии. Вживую очень впечатляет. Местный небольшой аэропорт, в который за мной летит маленький самолет, но сделанный в Канаде, который заберет меня с острова Принца Эдуарда, из этой маленькой провинции, в которой сделали Канаду.